Слоны — прекрасные создания, очень большие и сильные. Однако на них до сих пор охотятся браконьеры из-за слоновой кости, из которой состоят их бивни. А также используют в качестве гужевого транспорта в ужасных условиях. В Таиланде водятся уникальные белые слоны, которых осталось менее 3000 особей в дикой природе. В XIX веке их было минимум 100 000, поэтому местные власти за последние 50 лет делают все возможное, чтобы спасти популяцию национального символического животного и помочь увеличить численность и условия проживания этих прекрасных гигантов. Когда-то давно девушка Лек проходила через джунгли возле своего дома, когда вдруг услышала ужасный и душераздирающий звук. Она последовала на шум, чтобы узнать, что это может быть, и наткнулась на картину, которая разбила ей сердце. Перед ней стоял слон с цепями на ногах и шее, вынужденный тащить бревно через джунгли. Тут занимались не только незаконной рубкой леса, так как вырубали защитную зону, где обитали дикие слоны, но и незаконно использовали слона для транспортировки бревен. При этом отношение к животному, конечно, было бесчеловечным. С этого момента Лек поклялась себе, что она будет помогать этим добрым существам всем, чем сможет. Ведь они не заслуживают такого отношения к себе. Слоны, которых она спасает, обычно поступают в приют с сильными психологическими травмами из-за того, как ужасно с ними обращались раньше. Многие из них истощены, имеют физические недуги, от истощения до сломанных ног, вызванных незаконной лесозаготовительной промышленностью и безжалостной эксплуатацией. Но местных слонов используют не только в качестве рабочей силы, но, к сожалению, в некоторых местах их все еще используют и для развлечений. И многие из животных приходят в приют частично или полностью ослепшие от ярких фонарей, которые вешают рядом с глазами. Помимо потери зрения нередки забитость и психологические травмы от жестоких надзирателей. Мы должны сначала исцелить их с любовью, объясняет Лек. Мы должны дать им ощущение, что это безопасное место для них, и им ничего и никто больше не угрожает. Доверие — это первое, что мы должны создать, чтобы слоны чувствовали себя безопасно и расслабленно. Одно из правил приюта состоит в том, что здесь не обучают слонов различным цирковым трюкам или рисовать картины хоботом, в отличие от других организаций, которые иногда используют эти способы, чтобы привлечь туристов и поддерживать свои приюты за счет финансовых вливаний. Лек, вместо этого, приглашает туристов кормить, купать и гулять рядом с этими величественными животными. Она очень сильно привязана ко всем слонам, которых спасла, и ее способность установить связь с ними принесла ей репутацию своего рода слонового друида Таиланда. Я никогда не думаю, что слон — это просто животное, и я считаю, что они — как люди. Поэтому, когда я разговариваю с ними, я отношусь к ним, как к своей семье, говорит Лек. Мы понимаем друг друга, даже если говорим на разных языках, но мы понимаем друг друга. Как и в большинстве приютов, главной целью Лек является реабилитация слонов, которых она спасает, пока они не станут достаточно здоровыми и сильными, чтобы выжить в дикой природе. Лек надеется, что таким образом она сможет увеличить число диких слонов, бродящих по джунглям Таиланда и соседних стран. Однако не все спасенные слоны могут быть возвращены в дикое место. Это может быть из-за их прошлых психологических травм, серьезных физических травм, которые они получили, или просто потому, что они были так молоды, когда их спасли, что они не умеют выживать в дикой природе самостоятельно и не воспринимают джунгли родным домом. Те слоны, которых невозможно возвращать в дикие места, остаются в приюте, где Лек заботится о них, как о своих собственных детях. На самом деле, многие слоны, которые попадают в приют, очень молоды. Это происходит потому, что черные лесорубы часто находят удобным разлучать детенышей со своими матерями и воспитывать их как рабочих животных. Поэтому, когда Лек получает маленьких слонов,
У нее есть особый способ помочь им почувствовать себя в безопасности в приюте. Вместо того, чтобы оставлять их одних ночью, она помогает им справиться с непривычной новой обстановкой, в которой оказались многие из этих молодых животных. Лек с удовольствием берет одеяло и подушку и устраивается спать рядом с малышами-слонами. Таким образом, она обеспечивает им чувство безопасности, которое им так нужно. Маленькие слоны чрезвычайно похожи на человеческих малышей. Им также хочется спать с кем-то рядом, тяжело находиться в незнакомой компании без мамы. Вот по сути, эта прекрасная девушка заменяет этим малышам маму. Однако ее муж часто остается с ней, чтобы убедиться, что его жена будет в безопасности всю ночь. Однажды, когда Лек ложилась спать рядом с новеньким маленьким слоненком, которому она дала имя Фифи, она была приятно удивлена, когда Фифи подошла к ней сама, чтобы прилечь рядом и укутаться, улыбаясь и наслаждаясь этим моментом. В такой ситуации Лек просто встала со своего временного ложа и позволила слоненку улечься вплотную с ней. Однако на следующее утро, проснувшись, девушка была шокирована увиденным. Несколько метров от нее муж тоже устроил свое собственное временное ложе, чтобы отдохнуть. Но то, с кем он делил его, поистине потрясло Лек. Ранее она никогда подобного не видела. Рядом с ее мужем лежала Фифи, тот самый новенький маленький слоненок, рядом с которым Лек и заснула. Оказывается, юная девочка, слоненок решила провести ночь рядом с мужчиной, чувствуя себя безопаснее в его присутствии. Этого никогда раньше не случалось. Ведь обычно все слоны стремились к девушке, чувствуя доброту, эмпатию и воспринимая ее как маму. Лек не знала, как это понимать, но эта ситуация была очень милой. Девушка даже решила сделать снимок на своем телефоне, засняв своего мужа, обнимающегося со слоненком. Смеющаяся спасительница даже сняла видео, на котором слоненок удобно устроил свою голову на подушках мужа. А когда слоненок стал закрывать глаза, то Лек прикрыла их с мужем одеялом. Это было необычно и очень мило. Девушка была глубоко тронута этим взаимодействием между двумя видами. Похоже, что она не была единственной родительской фигурой в этом приюте. А со стороны такие милые необычные моменты всегда выглядят трогательнее, иногда доводя до слез счастья. В конечном итоге, после первой ночи, начало происходить что-то невероятное. Фифи бежала к мужу всякий раз, когда он был рядом, и ложилась спать в обнимку именно с ним, не соглашаясь ночевать с кем-то другим. Лек была изумлена этим странным поворотом событий, но была рада, что юная девочка нашла утешение присутствия мужа. Постепенно Фифи выросла и перестала так сильно привязываться к мужу девушки, но все равно каждый раз особенно радостно приветствовала его, когда он заходил поздороваться. Именно благодаря таким людям, как Лек и ее муж, эти удивительные животные получают шанс на выживание и успешную реабилитацию. Друзья, если вам понравилась история, обязательно напишите комментарий и подпишитесь на канал. Спасибо!